Всем привет, меня зовут Вова, я уже месяц как живу в Испании. Наверное, это видео выйдет уже, когда я буду здесь жить второй месяц или полтора месяца, ну что-то такое. Хочу вам записать мое мнение, что я подметил в испанцах, как они себя ведут, что вообще здесь, почему мне так нравится, а мне очень нравится. Начнем мы, наверное, с того, что здесь улицы максимально доступная среда. Если вот вы смотрели мои предыдущие влоги, обратите внимание, там или будете смотреть будущее, обратите внимание на то, как сделаны тротуары. То есть, если вы человек с ограниченными возможностями, в Испании у вас они не будут ограничены. Вы сможете передвигаться по всей территории, куда угодно, как угодно. Здесь лифты на улице стоят, чтобы вы поднимались. Из метро лифт, куда угодно лифт. Эскалаторы, валидаторы. Нет, валидаторы это что-то другое. Ну, короче, есть абсолютно все. Траволаторы, наверное, называется это. Есть абсолютно все, очень комфортно. Мне приятно, то, что я иду и просто прямо. Хотя меня немного смущает, из-за этого я не замечаю иногда, где дорога начинается, а где нет. Еще один пункт, который мне и нравится, но при этом вызывает вопрос. Вот если бы я водитель, да, у меня есть права, но они российские, они здесь не работают. Хотя Испания подписала документы, но не русифицировала их. Собственно, мои права здесь недействительны. Могу даже по ним кататься 6 месяцев без международных прав, я их не сделал. И здесь люди переходят дорогу где угодно. Вот особенно, да, в маленьком городе, 200 тысяч населения, здесь дорогу можно перейти в любом месте, как хочешь, через что хочешь, на красный, на зеленый, через дерево, зайти в машину, выйти из нее в другую сторону. И в первые дни я стоял на светофорах, вот так вот, машин нету. Я стоял и ждал. Ну, конечно, я быстро ассимилировался и стал, как истинный испанец, переходить на красный свет. Но это меня немного смущает. Ты просто идешь на красный. В Мадриде через шоссе 6 полос, они идут. Я смотрю на них, типа, вам жить надоело. Хотя потом я смотрю статистику, то, что Мадрид самый длительный, да, город по продолжительности жизни. И такое, может быть, я что-то не делаю и трачу свою жизнь на стояние на этих на красном свете, когда тебе никто не мешает пройти, и ты никому не помешаешь. Но помимо этого я замечаю, что иногда люди выходят в наглую из машин, и мне из-за машин, и как бы их не видно, я думаю, был бы я водителем, я в России переживал от этих сумасшедших бабок, которые думают, что им жить долго осталось или мало осталось, и не знаю, куда они бегут. И они бегут со всех ног под машины, потому что опаздывают на трамвай или в метро, которое придет через 3 минуты. Ну, типа, ребят, вы в час пик переживаете о трамвае, это последнее, что вам нужно делать. Транкило, успокойтесь. Помимо этого, я думаю, вы все знаете о сиесте, о том, что здесь все закрыто. Вообще в всей Европе и в Испании, я про всю Европу говорить не буду, Европа разная, и вот про Испанию. Во-первых, это фейк, здесь все открыто, все доставки работают, и весь этот сервис есть. Вопрос только в том, что в России нет частного бизнеса в таком характере, как здесь. Здесь, если вы идете в магазин, да, не в Пятерочку, в Перекресток, Ашан, там, Верный, не в большие сетки, а вы идете в магазин к своему соседу, который работает в этом же доме. Вот если вы из маленького города, или там, тогда же вот Ростов-на-Дону, он не маленький, да, но в районах есть магазины, которые принадлежат определенным людям. Там работает обычно человек, который же живет в этом доме, и он просто идет к своему соседу, который вот напротив живет, а у него там типа кафетерия или сербицерия, это там сербицерия лучше нравится мне название, чем пивнуха, но это не похоже, да? Это ресторан, в котором подают пиво, вино, кушать, типа на ланче они так уходят. И они закрывают свой магазин и идут к своим соседям с другими соседями, которые тоже закрыли магазин. И они в этом магазине закупаются в основном соседи, которые не придут закупаться в магазин к своему соседу, потому что он отдыхает, и они вообще-то тоже. И зачем им идти в магазин? Не закрываются большие магазины Dia, Lidl, Mercadona, Carrefour, все это открыто. Вы можете туда зайти, Carrefour работает до часа ночи, Lidl до 10, Mercadona до 9:30. Вот Mercadona закрывается по воскресеньям, они так, закупайтесь раньше, покупайте продукты себе. У меня с этим проблем нет, куча магазинов открыта параллельно, зато, в Mercadona цены за счет этого ниже, и работники работают меньше. Я вообще за то, чтобы люди работали меньше, а зарабатывали больше, и здесь это явно видно.
Если я вам про магазины заговорил, еще скажу про цены. Цены здесь, ну, типа, как в России, да, не знаю, можно ли сравнивать по всей России. В России немного разные цены. Вот я смотрю по Петербургу, по Москве, хотя в Москве цены намного дешевле, чем во всех регионах остальной России, да, на продукты, то вот по Питеру я не вижу разницы. Там есть некоторые продукты, на которые есть разница, да. Это курица здесь дороже, яйца дороже. Но в целом, чтобы хорошо питаться, вы можете питаться морепродуктами, всем это вообще недорого. Я не думаю, что я бы тратил здесь больше, чем в России. Пособие на питание здесь выдают что-то 250 евро. Если там перевести в рубли, то это 25 тысяч рублей, если вы живете, да, отдельно в квартире, не в отеле. Ну, извините, 250 евро – это пенсия бабушки. А я с этих денег даже коммуналку не заплачу. Это только на еду. Это не на проезд, ни на что, только еда. И это, конечно, очень много, и можно очень хорошо питаться, есть классную еду, полезную, без проблем. Здесь есть приложение Юка, вот сейчас вставлю. Там можно отсканировать любой продукт, тебе покажут, хороший он, плохой, что в нем плохого, что хорошее, очень полезное. Помимо этого еще маркировки А, Б, С, Д, Е, вот эти вот все есть. Я в них особо сильно не шарю, но сам факт того, что здесь заботятся о твоем здоровом питании, и, возможно, если эта продукция произведена в Европе, она будет дороже, но потому что она соответствует европейским стандартам, а, насколько я знаю, европейские стандарты одни из самых лучших в мире, даже американские, типа, не здесь. Типа, ну, в Америке там вообще проблемы с написанием состава продуктов. Здесь, чтобы выйти на европейский рынок, надо сильно постараться. Наверное, в Великобритании тоже жестко с этим. Скажу вам о том, что мне нравится здесь. Это то, что я всегда могу найти себе, куда сходить. Здесь постоянно какие-то культурные мероприятия. Ты можешь сходить на выставку, ты можешь сходить на техно-тусовку, на которую я не попал. Но я туда пришел, посмотрел, очередь мне не понравилась, что очередь такая большая, и я ушел. Но оно есть, куча мероприятий. Можно попасть на выставку. Я просто шел по улице, попал на какой-то концерт, сделал фотки, а мне Apple выдает то, что типа здесь был концерт, вы на нем побывали, расскажите впечатление. Такой. Я побывал на концерте, а потом, ну, я шазамил музыку, посмотрел, там типа ребята, у них там 88 миллионов прослушиваний в Spotify, и, конечно, колоссальная разница. А вот из минусов, которые я обнаружил в своей иммиграции, это то, что Россия очень сильно отрезана от всего мира, прям колоссально. Даже Беларусь, Украина сильно ближе к там, Америке, Европе. Россия прям колоссально отрезана. Я не могу изъясняться мемами с белорусами, украинцами, потому что они их не знают. Ну, какие-то, да, вот легендарные мемы они, конечно же, знают, но что-то вкинуть — нет. Я не понимаю их мемы. И это самая большая проблема, с которой я здесь столкнулся. И даже не с испанцами. С испанцами окей. Там я понимаю, что у нас разный культурный код. Но я думал, что там украинцы, белорусы, мы живем в славянском мире, и у нас более-менее одни и те же мемы. Но я прям был сильно удивлен, даже расстроен с тем, что мы не можем показывать. Ну, у меня в целом и мемы перестроились, когда я сюда переехал. У меня теперь там немецкие мемы, испанские мемы, американские мемы. Это приятно. Я даже их понимаю. Вот, но сам факт того, что такое есть, и это, наверное, моя травма. Теперь мне хочется знать кучу языков. Я заходил в библиотеку делать читательский дневник, мне сотрудник библиотеки: «Ола, ну, типа, на каком habla idiomas, на каком языке ты говоришь?» Я такой: «Руссо». Она такая: «Инглес?» Я такой: «Но». Да. Алеман? Алеман — это немецкий. Но. Хотя я учил его 8 лет. Почему я его не помню? Мне стыдно. Учите языки, ребята. Так, немецкий. Но. Франце? Но. Итальяно? Но. Португаль? Но. Короче, она перечислила мне языков 8, и я не знаю ни одного. А это сотрудник библиотеки. И такое тут поголовно. Здесь все знают. Может, они могут английский не знать, но какой-нибудь европейский язык они будут знать. Французский, итальянский, португальский. Особенно вот стран ближних они будут знать без проблем. Немецкий будут знать. Я себя чувствую супер каким-то глупым,
потому что я не знаю ни одного языка, на котором здесь говорят люди. Но я учу. В целом я английский учил, типа, сколько, 6 лет? 6 лет я его учил в колледже, в университете. Не доучил, ничего о нем не знаю. Ну, там базовые фразы, наверное, могу сказать. Учил немецкий 8 лет. И вот переехал в Испанию, учу теперь испанский. И испанский я знаю лучше, хотя учил его месяц. Ну, еще до этого, конечно, в России я и смотрел. Блин, я надеюсь, я не сильно затемнен. Ну ладно, разберемся с этим чуть позже. Мне кажется, вот эти вот воровство, мемы и все такое меня очень сильно напугали. Я вот стою в парке сейчас и записываю видео. И я очень переживаю за камеру. И за сумку, и за телефон. И это какая-то тревога, мне некомфортно. Наверное, здесь такое есть, но мне кажется, в котором это записано в рилсах, это вообще не соответствует реальности. Возможно, в Барселоне это так, но вот в Мадриде я не чувствую, что у меня что-то украсть могут. Я как бы первую неделю прям переживал. Но мне кажется, я еще тут месяца 2 поживу, и у меня отпадет вообще какое-то желание от того, что там переживать за сумку или еще за что-то. И вот я могу в городе оставить вот так вот сумку, поставить камеру и записывать видео. Но, конечно, не хочется, чтобы у меня пропала камера, и я такой: класс, что мне делать, где снимать. А еще хочу про цены вам сказать. Я не знаю, как так получается, но в Европе подписки на все сервисы, да, то есть у меня Spotify, Apple Music, короче, все это стоит 30 евро. Ну, в целом, типа, полурабочего дня европейца. Или 3 часа, 2 часа работы, сколько. Но для них это цена норм. Но я из России, и для меня эта цена очень пугающая. Возможно, это пугает меня с тем, что в России подписка на Apple One, там, где и кино, и музыка, все, еще 2 терабайта памяти, стоит 1000 рублей. Здесь это стоит 35 евро. Или 35 евро плюс 10 евро, я не уверен. Apple Music тоже, Spotify тоже очень дорогой. Ну, я купил типа через Египет, но сам факт того, что это очень дорого. Эта месячная подписка стоит 35 евро. Меня очень удивляет. Но, к счастью, Россия и санкции показали, что можно покупать дешевле. Еще хочу сказать, что здесь очень дорогая техника Apple'овская. В России она стоит дешевле. Дешевле на $1000. Я не понимаю, как это происходит. Ну как, у меня есть догадки, да, то, что они обходят санкции, покупают через третьи страны, и получается, что фри налог и нам продают там с небольшой наценкой, и, вероятнее всего, тоже уходя от налогов, не платят их в России, не платят их за рубежом. Получается, что у тебя телефон выходит очень намного дешевле, чем здесь. Это очень странно. Мне кажется, вот у меня там, да, 15 Pro Max, я могу его здесь продать по цене, по которой я купил его в России новый. Но я, конечно, не уверен, но какая-то безумная разница. Очень пугает меня такая цена, полная комплектация 17 Pro Max, да, на 2 терабайта, вот это все, стоит что-то 3300, 3500, что-то очень дорого. Я не готов его здесь за такие деньги покупать и вообще рассматривать даже покупки. Меня очень напугала эта цена, поэтому если вдруг вы из России и вы мой друг, купите мне телефон, привезите сюда, пожалуйста. Но бесплатно, пока что я работу не нашел, не смогу вам деньги отдать. Ладно? И последнее, про что я скажу, это я сходил в налоговую и зарегистрировался там, не знаю, что я сделал. Пришел в налоговую и сделал, чтобы у меня был электронный сертификат, по которому можно получать часть услуг, да, через госуслуги, как у нас. Так у нас тоже в МФЦ надо сходить. Здесь можно пойти сделать этот электронный ключ, но у меня нет такого документа, и мне нужно лично приходить. Я пришел в налоговую, я не знаю ни английского, ни испанского, короче, никакого языка. И мне так помогли, они со мной вот так возились, как с ребеночком. Я такой: а что, так было можно? Я так себя комфортно не чувствовал. Это не только с налоговой, это с любым муниципальным учреждением. Я пришел в полицию, мне тоже все помогли. В аэропорту в полиции я был, мне тоже все помогли. Налоговый очень карательный орган, очень пугает. Но я пришел и вообще не ощутил. Они такие: блин,
Чувак, ты забыл расписаться в документах. Алло, алло. Они мне позвонили, такие типа, ой, а приходите-ка, там подпись забыли поставить. Я такой, вы мне не пришлете отказ, вы мне позвонили, чтобы я пришел и расписался, потому что я забыл расписаться. Они такие, ну да. Я такой, вау. Я бы в России получил отказ за это, о рассмотрении моего заявления, или бы вообще даже не отказ, его бы вообще не рассматривали, и я бы сам, когда пришел бы, и такой, а что там с моими документами? Такие, а какой документ? А что? А что там было? Короче, очень приятно, все тебе хотят помочь, ты говоришь им «Ола», а они уже такие «Вау, у тебя такой крутой испанский язык, магнифика, невероятно, давай, говори». И следующая моя фраза это будет «No entiendo español», но они очень доброжелательные люди, очень классные, везде хотят тебе помочь, подсказать. Мне нравится их менталитет, то, что они отдыхают, не работают. В учебниках, вот я учу испанский язык, там в учебниках написаны вопросы, типа, к другу. Типа, привет, во сколько ты ужинаешь с семьей по воскресеньям? Я такой, ужины запланированы с семьей по воскресеньям. Такое бывает. Там про магазин, вот, да, то, что я раньше рассказывал, то, что магазин, там, во сколько закрывается магазин твоего соседа? И я понимаю, вот в этот момент у меня как будто мозг так, вау, абсолютно непонятные мне вещи соединились и стали так понятны. Здесь в школе ты учишь, да, мы учим испанский язык по испанским учебникам, которые учат, типа, дети испанские. Типа, как русские учат русские дети. И я такой, так вот почему магазины закрыты, потому что для них с детства норма, что они могут отдохнуть, то, что они должны мало работать и много зарабатывать. То, что они не должны переживать и нервничать. То, что они могут жить себе спокойную жизнь. Я это завидую. Я, конечно, не смогу так жить уже. У меня достигаторство, я хочу уже зарабатывать кучу денег, переехать в свою квартиру, стать классным риэлтором здесь, помогать там ребятам русскоязычным покупать недвижимость здесь. Пока что я не знаю, как это сделать, не понимаю, кому написать, кому позвонить. И не могу вот так с ноги сломать и сказать: здрасте, я крутой риэлтор, и если мы вместе будем, мы будем классные. Но здесь я так не могу сделать. В России я мог зайти практически в любое агентство так, и меня бы взяли на работу, или бы я передумал потом у них работать. Ну, короче. А здесь я не могу, потому что я не знаю языка. Ну и потому что я здесь, наверное, не такой крутой риэлтор, как в России. Вот. Как-то так. Мне очень нравится. Есть вещи, которые меня смущают, пугают, я их не понимаю. Наверное, еще такое будет впереди. Но я думаю, я совсем справлюсь. Мы разная культура, и это делает нас лучше тем, что мы будем обмениваться опытом и узнавать, что у друг друга принято, а что нет. Для кого норма разуваться в прихожке, а у кого норма ходить в обуви везде, потому что у тебя улицу убирают и нет грязи. Да. Как-то так. Вот. Всем спасибо за просмотр. Низкий поклон. Коничуа. Не знаю я китайского. Может быть, хотя бы такой бонус у меня был. Всем пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. У меня план выйти за 4 месяца на монетизацию. Мне нужно 1000 подписчиков. Пока что у меня их вот на момент записи 104. Возможно, уже больше. Я не заходил сегодня в студию и не смотрел. Но это моя, кстати, первая 100, с чем мне очень радостно. Я, кстати, не поздравил ребят в предыдущем видео, но если вы смотрите, вот в этом поздравляю. Все, спасибо за просмотр. Напишите тем, которые вам интересны, которые я бы мог записать вам вот в разговорном формате, что-то рассказать, показать. Напишите, как вам мои влоги, в каком характере вам они нравятся, может, я что-то еще придумаю. Вот, все, пока-пока.